Россия ударила по Украине ракетой «Орешник». В Кремле заявили, что стране нужны мигранты. В студии Кирилл Седов. Поставьте лайк. Через минуту расскажем все самое важное к этому часу. Владимир Путин в четверг вечером выступил с экстренным обращением к гражданам России и не только. Он заявил, что российская армия нанесла удар по Днепру новейшей ракетной системой средней дальности. Система получила название «Орешник». Ракета была в безъядерном оснащении. В ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия 21 ноября текущего года российские вооруженные силы нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины. В боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности. В данном случае с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Наши ракетчики назвали ее «Орешник». По словам Путина, испытание новой ракетной системы прошло успешно. Целью был промышленный комплекс, производящий ракетную технику. Путин угрожает, что Россия готова применить новое оружие для ударов не только по Украине, но и по любой стране, которая предоставила ей свою технику. Объекты для поражения в ходе дальнейших испытаний наших новейших ракетных комплексов будут определяться нами, исходя из угроз безопасности Российской Федерации. Мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов. А в случае эскалации агрессивных действий будем отвечать также решительно и зеркально. Еще Путин обещал предупреждать мирных жителей об ударе новым оружием по той или иной цели. Потому что средств противодействия такому оружию на сегодняшний день не существует. Ракеты атакуют цели со скоростью 10 махов. Это 2,5-3 км в секунду. Современные, имеющиеся в мире системы противовоздушной обороны и создаваемые американцами системы противоракетной обороны в Европе подобные ракеты не перехватывают. Это исключено. После выступления Путина его пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что США были предупреждены о запуске новой ракеты по территории Украины. Ну и немного подробностей, как это было. «Орешник» не является межконтинентальной стратегической ракетой. Это оружие средней дальности. Вместе с тем, российская сторона предупредила американцев о пуске «Орешника» по линии Российского национального центра по уменьшению ядерной опасности, который работает в автоматическом режиме и поддерживает постоянную связь с аналогичной системой Соединенных Штатов Америки. Предупреждение было направлено в явочном автоматическом режиме за 30 минут до пуска. Американская сторона уже подтвердила, что действительно получала предупреждение. После выступления Путина президент Сербии Александр Вучич заявил, что это точно не блеф. Цитата: «Я знаю, нет, люди, слушайте, что он, Путин, вам говорит. Никто не блефует, и, к сожалению, мы вступаем в катастрофу». Ему вторит и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Если в России президент что-то говорит, то это не пустые слова. Это не коммуникационная уловка. Президент Украины Владимир Зеленский, напротив, считает, что Путин хочет посмотреть на реакцию Запада. И если она не последует, он будет считать, что так можно. Его надо остановить, добавил Зеленский. Александр Лукашенко, занимающий должность белорусского президента, выразил обеспокоенность тем, что мир стоит на пороге Третьей мировой войны. Но также выразил надежду, что он удержится на краю, ведь пока получалось. Утром в пятницу министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что российская армия уже сейчас сорвала в ВСУ всю кампанию 2025 года. Ту работу боевую, которую вы провели сейчас вот здесь, перемололи здесь лучшие части. И то, что сейчас вот ускорилось продвижение, сорвали, по сути дела, всю кампанию 2025 года. Продолжаются обстрелы Украины. Ночью в Сумах при налете шахедов погибли 2 человека. Местные власти говорят, что беспилотники ударили по жилому району. Были ли они сбиты, неизвестно. А Министерство обороны России, в свою очередь, заявило, что в ночь на пятницу были сбиты 23 украинских дрона. Беспилотники были замечены над Брянской, Калужской и Курской областями. Губернаторы Брянской и Калужской областей утверждают, что жертв и разрушений нет. В Курской области в результате украинского удара был ранен генерал армии Северной
Кореи. Об этом сегодня сообщает Wall Street Journal со ссылкой на западных официальных лиц. Как зовут северокорейского военачальника и каким образом он был ранен, издание не уточняет. Представительство Северной Кореи при ООН не ответило на запрос журналистов. Украинское издание Defense Express ранее предположило, что ВСУ ударили по санаторию правделами президента России, где может располагаться командный пункт, который могло использовать северокорейское командование. Войсками Северной Кореи, прибывшими в Россию для участия в российско-украинской войне, командует генерал-полковник Ким Йон Бок. Об этом сообщила Wall Street Journal ранее. Всего, по оценке, которую приводит издание, в Россию приехали около 11 тысяч северокорейских военных. Россия нуждается в трудовых мигрантах на фоне напряженной демографической ситуации. Об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Цитата. «Мигранты – это потребность. Дело в том, что у нас очень напряженная демографическая ситуация. Мы живем в самой большой стране мира, но нас мало. Чтобы мы динамично развивались, реализовали все планы развития, конечно, нам нужны рабочие руки. Мы их только приветствуем». Напомню, что дефицит кадров на фоне мобилизации и иммиграции остается одной из главных проблем российской экономики. Но есть у нее и новые проблемы. США ввели самые масштабные с 2022 года санкции против российских банков. В черный список попали более 50 финансовых организаций, среди них «Газпромбанк». Именно через этот банк проходят платежи европейских покупателей за российский трубопроводный газ. С весны 2022 года иностранные импортеры российских энергоресурсов обязаны зачислять валюту на спецсчета в «Газпромбанке». Если использовать этот механизм станет невозможно, экспорт газа может прекратиться. Со ссылкой на экспертов предупреждал ранее «Коммерсант». В сообщении Минфина сказано, что Россия использует банк, чтобы закупать военное снаряжение для ведения войны в Украине, а также перечислять выплаты российским военным. Под санкции попал не только российский банк, но и его дочерние организации в Швейцарии, ЮАР, Люксембурге, Гонконге и на Кипре. «Газпромбанк» после включения в санкционный список США предупредил о проблемах со своими картами UnionPay за рубежом. Клиентам банка было рекомендовано использовать наличные. В подмосковной Жуковке прошли обыски в доме генерального продюсера онлайн-кинотеатра «Кион» Игоря Мишина. СМИ отмечают, что Мишин был одним из организаторов голой вечеринки Анастасии Ивлеевой. До 2023 года Мишин занимал пост вице-президента МТС, а до этого работал гендиректором ТНТ. РИА Новости со ссылкой на источник сообщает, что изначально обыски проводились по делу, в рамках которого проверяется связь лиц, обвиняемых в пособничестве украинским террористам. А ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что обыски были связаны с делом об иноагентах. В ходе обыска у Мишина полиция изъяла сверток, который будет направлен на экспертизу, сообщает газета «Коммерсант». По ее результатам будет решаться вопрос об уголовном или административном преследовании. И на этом тема обысков не заканчивается. ФСБ и МВД провели обыски в сети обувных магазинов «Зенден», в офисах и на складах компании. Об этом сообщает РБК. При этом в августе Минюст России объявил иностранным агентам президента группы «Зенден» Андрея Павлова. Сам Павлов в комментарии Forbes предполагал, что стал иноагентом из-за своей активной общественной позиции и критики действий Федеральной налоговой службы. По данным РБК, обыски проходили по уголовному делу о продаже товаров без маркировки. За нарушение может грозить лишение свободы сроком до 6 лет. Оптовая и розничная продажа немаркированной обуви запрещена в России с июля 2020 года. И это все новости к этому часу. Поставьте лайк этому выпуску и подписывайтесь на наш канал. А еще подписывайтесь на нас в Телеграме. Меня зовут Кирилл Седов. Вечером итоги недели подведет моя коллега Екатерина Воропай. Не пропустите. Пока.